Сегодня мы рассматриваем бюджет во втором чтении, и, естественно, это основной документ нашего государства, который ждет весь народ, и ждет он от него, каких-то решений социальных проблем. К сожалению, социальные проблемы бюджет решает довольно плохо, и ожидать, в общем-то, нечего. Но все познается в сравнении. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что весной этого года группа депутатов всех фракций посетила Республику Венгрия. Это маленькое государство, 9 миллионов человек, которое не имеет никаких ресурсов и живет исключительно тем, что выращивает вдвое больше продовольствия, продает его и этим живет. Так вот, в этом маленьком государстве абсолютно бесплатное образование с начального до высшего, абсолютно бесплатное здравоохранение, даже дорогостоящие операции делаются бесплатно. Там решаются вопросы жилья. И как они решаются? Молодая семья берет ипотеку беспроцентную, платит треть стоимости квартиры, рождается первый ребенок, на треть сокращаются долговые обязательства, рождается второй ребенок, на треть сокращаются еще долговые обязательства. Фактически семья берет квартиру за 1/3. А как у нас? А у нас молодая семья берет ипотеку под 11,5%. Берет одну квартиру, платит за 3. И еще неизвестно, получит она эту квартиру или нет, а то пополнит ряды обманутых вкладчиков. В стране миллионы обманутых дольщиков, обманутых вкладчиков, обманутых ипотечников. И что же это за страна, и кто ею руководит, если никакой защиты нашего населения вообще-то нет? В начале октября вот в этом зале мы рассматривали вопрос законопроекта о помощи многодетным семьям. Вот здесь депутат Кувычка от Волгоградской области убеждал нас, как хорошо эти вопросы поставлены в Волгоградской области. Как в насмешку над этим, я получил от заместителя губернатора Мержоевой документ, где я обращался по вопросу многодетных семей, как решаются их проблемы. Все это письмо зачитывать я, к сожалению, не могу, но скажу, что получила многодетная семья в результате пожара, у которой сгорел весь дом. Значит, как погорельцы, эта семья получила 50 тысяч из областного бюджета, 10 тысяч из районного бюджета и 7 тысяч от социальной защиты. Всего 67 тысяч. Это погорельцы, у которых сгорел дом. Что можно сделать на эти 67 тысяч? Дальше, как обеспечивается семья многодетная? Детские пособия на одного ребенка 555 рублей в месяц. Денежные выплаты на компенсацию затрат по ЖКХ 500 рублей на ребенка в месяц. Ежеквартальные выплаты на одного ребенка 289 рублей в месяц. Ежегодная выплата, я ее поделил на 12 месяцев, получается 46 рублей 12 копеек в месяц на одного ребенка. И еще питание в школе на одного ребенка 30 рублей. Я, правда, так подумал, а что же можно съесть на 30 рублей в день, интересно. Но все равно приплюсовал 600 рублей в месяц на одного ребенка, и у меня получилось 1990 рублей 12 копеек на одного ребенка в месяц. Около 2000. Для сведения сообщаю, что вот мы недавно с вами рассматривали вопрос о бездомных собаках, я поднял все материалы, что бездомная собака в питомнике только питается на 180 рублей в день. Получается, в месяц 5400 государство тратит на бездомную собаку, а на ребенка 1999. Вот об этом стоит задуматься, когда мы говорим о многодетных семьях, когда говорим в бюджете о социальных выплатах, тогда надо сравнивать, кого же мы все-таки больше любим или кого любит наше правительство, бездомных собак или детей. Как погорельцам семье рекомендуется взять ипотеку, подать 11% 25 сотых. Но, как многодетной семье, им на 25 сотых снижается эта ипотека. Вот вы знаете, такая доброта, даже слезы душит. Вот должен вам сказать, что губернатор Иркутской области Левченко
многодетным семьям, которые попали под наводнение, выплатил по 1 миллиону рублей. Я понимаю, что 1 миллион – это тоже немного, но это не 67 тысяч. По крайней мере, на миллион люди поправить свое положение смогут. Смотрю Первый канал. В Челябинске суд рассматривает о принудительном выселении, в том числе многодетных семей из аварийного дома. И при этом решает вопрос о том, чтобы жильцы снесли дом за свой счет и построили новый дом тоже за свой счет. Вот сегодня почему-то наше правительство считает, что за государственный счет ликвидируются аварийные дома, только зарегистрированные до 1 января 2017 года, а все, что позже, это жильцы должны ликвидировать сами и сами приобретать себе жилье. Но я хочу сказать, что за последние 30 лет не было капитального ремонта, деньги все разворовывались, и жилье государство сдало нашим жителям без ремонта, в нарушении жилищного кодекса и в нарушении гражданского кодекса. Все это делается с полным сознанием того, что счет наших граждан очень небольшой. Сами знаете, 37 тысяч заработная плата и 14 тысяч пенсия. Вот скажите, а как на эти деньги можно сломать многоквартирный дом и вместо него построить новый? Вот как суд будет определять Челябинский, надо это делать или не надо? Кстати, этот вопрос у нас сейчас обсуждается и в комитетах. И я боюсь, что решение будет принято так, что за счет жильцов будем решать вот эти проблемы. Но это же совершенно бесчеловечно. Это же полное издевательство. Но разве только это? Вот в этом зале партия «Единая Россия» практически лишила людей даже подножного корма. Во все времена, при всех государях и при всех режимах в России ягоды и грибы собирались бесплатно. Сегодня надо платить. Рыбалка была бесплатная, рыбу ловили бесплатно. Сегодня надо платить. Сегодня надо платить за то, что имеешь огород, надо покупать патент. За то, что имеешь козу, надо покупать патент на животноводство. Сегодня надо платить за дачу, за дом. Если имеешь машину, плати 3 раза, и все плати, и все это из тех зарплат и пенсий, которые не обеспечивают даже минимального прожиточного минимума. В этом зале законами от имени народа этот самый народ лишили, половину людей лишили пенсии, половину бесплатного образования, здравоохранения, медицины, работы, зарплаты, любых доходов поставили под контроль налоговых инспекций, судов, судебных приставов, полиции, гвардии, чтобы расправиться с любым, кто не снимет с себя последнюю шкуру, чтобы отдать на разворовывание властям. В стране 34 миллиона безработных, но их квалифицировали как самозанятые и заставили еще платить налог за то, что их лишили работы. Идет пенсионная реформа. Люди пенсионного возраста, не выйдя на пенсию, не могут найти работу. Сегодня моложе 25 лет уже не берут на работу, потому что неопытный, а старше 40 лет не берут, потому что уже старый. Фактически в нашем государстве человеку отводится 15 лет нормальной жизни, а все остальное – это выживание. Разве это правильно? Разве это можно так? До такого беспредела вообще-то нет ни в одной стране. С 2019 года перестали учитываться в пенсионном стаже и служба в армии, и уход за ребенком. Ну, если посмотреть, что говорят об этом в интернете, то там только идет ненормативная лексика. Почему? А недавно в этом зале мы понизили выплату страховых пенсий, считая, что наш народ слишком долго живет на этом свете, и можно растянуть эту пенсионную накопительную часть на много лет. Ну, а в результате вряд ли кто получит вообще эту накопительную пенсию. Мы уже 7 лет требуем принять закон о детях войны, и он лежит здесь, в Думе, не рассматривается до сих пор. Единая Россия блокирует это решение. В стране миллионами вымирают и участники войны, и труженики тыла. Ну так отдайте освободившиеся льготы, которые затрачивали на них, их детям, детям войны. Но жалко, даже и этого жалко. Вот здесь мне часто говорят, ну а какие предложения с вашей стороны? А какие могут предложения? Вот здесь сегодня при обсуждении бюджета будет 1 миллион предложений. Здесь мы обсуждали бюджет в первом чтении.
тоже были и программы, и предложения. Но дело в том, что наше правительство ни к чему не прислушивается. Спасибо. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.